взял, купил сапоги, а то Алексей все время сам тягал лодку. Так, опа. Что, обмывать будем? Давай выгрузим. Все зашито, никто, значит, не был здесь. Ух ты! Опа! Фух, есть. Прибыли. Так, пошел я за остальными вещами. Вещи заберу. Это подушка моя. Покрывало. И спальник. Чуть не забыл. В лодке это шина Алексея. Старая. В прошлый раз мы ездили. Алексей взял новую шину и пробовал пилить новой шиной. Так как это что-то начало криво пилить. И многие подписчики говорили то, что нужно попробовать ее переточить. Пилу. Где-то или камень, или на саморез, или на гвоздь наскочили. И у меня дома есть станок. Вот. И в общем станком я переточил ее. Ну, в общем, сегодня посмотрим. Так. Так. Тонковатая, конечно. Фрукт. Да, ну что это, бляха-муха. Да, еще сколько нам раз придется. Не забрасывай туда, там же шбиты. Пригодится, может. Не, открутил. Опа, есть. А этот нет, там вообще головка круглая. А ну, Лёш, там ножницы дай мне, я обрежу. На этот саморез. А ножницы давай я обрежу. Опа, есть. Так, все, срываем эту.
Наоборот лучше. Как-то наоборот. Ну, чтобы она так будет задираться. Не лучше наоборот ее перевернуть, чтобы она, Сейчас распутаю. ну, чтобы она расстилалась вот так вот. О, в эту сторону. Ее надо натягивать, чтобы не было вот этих вот провалов у Ну, а нас. куда тянуть? Ну сюда, вот так вот она должна натянута быть. Вот этот край. Там и там Там сейчас. надо держать, чтобы натягивать или прибить. Сначала эту вверх прибить. Только смотри, куда она перетянута здесь. Должно ж держать или нет, а? Как ты мыслишь? Почаще, тем больше шансов. Ну да. Я думаю, что нам хватит, чтобы доделать землянку этой сетки. Хотя, не говори гоп, да? Так. О, новое сито будет сеять теперь без камушков. Нужно нам определиться, где брать бревен. Потому как бревен у нас нету. От слова совсем. Вот, видите, все порезали, все попилили. Ни одного бревна нету. Сейчас посмотрим, что у нас с бревнами здесь. А тут у нас бревен-то гнилые полностью. Ничего хорошего. Тут тоже гнилой лежит. Только тут под навесом. Вот они есть сухие бревна хорошие. Но навес еще под навесом, там есть кое-какие вещи. Поэтому я думаю, пока не стоит их бревна эти задействовать. Пусть покуда они здесь будут. Придется, значит, тогда, наверное, идти в лес, с леса доставать бревна. Вон помощник, видишь, где побежал. Опа. О. Фух. Все там, да, Леш? Да. Еще одно. А.
ужарился, мокрый. Все в сучках. Я думаю, этих бревен хватит нам на эту стенку. Там, если не хватит, еще поднесем немножко. Где-то будем искать, где валяются бревна. Но сейчас я, наверное, пойду сеять песок, а Алексей здесь будет чурочки пилить на стенку. Доделаем замес и начинаем ложить вот этот угол. Ну и под трубу выложим. Под дымоход имеется в виду. Так, все, пошел. Ой. Так, ну что, пробуем сетку. И завалилась нахрен. Вот это начало. Вот так. Надеюсь, второй раз не упадет. Опа. Хорош, а то поломаю ведро. Я насеял половину. Ведро поставил, половина ведра уже была насеяна. 2 лопаты, ведро полное. Опа! Опа! Да срывать же это надо, сорвать.
Продолжать же надо ложить здесь. Так. Одно ведро есть. Поставлю родную шину с заточенной цепочкой. Посмотрим, может быть, будет лучше резать. Резать или пилить. Ну и что, первый рез? Первый рез отлично. Ровненько. Все отлично срезало. Намного лучше. Сейчас попробуем. Может, я еще немного не приловчился. Чуть-чуть, как по мне, кривоватенько, но должно быть лучше. Пилит хорошо в любом случае. Потому что криво или ровно, это ж, наверное, все от оператора зависит. Не, ну это понятно. Ну да, в любом случае, как развал, что ли, или как там на пилах говорят, ну, развести, да, пилу. То есть она пилит сейчас не зажимает в любом случае. Да, и ровно вроде как. Да, отлично пилит. Смотри, какой спил ровный. Пошел за водичкой. Песочка насыпал, теперь надо воды плюхнуть. Вот вода где-то сантиметров, наверное, на 20 поднялась. А вода ледяная. Мокрый, все там мокрое. Это только второе ведро. Да. Да. Да, я вам хочу сказать, пилит ровненько, идеально. Отлично. Так, еще одно ведро высыпали. Сейчас еще одно Алексей принесет. И буду перемешивать полностью. Леш, ты уже принес, да? Ну пусть пока стоит, я здесь немножко сейчас размешаю, тогда мы потом добавим сюда. А? Термосок, да? Чаечку попить. Ну. Бляха, а где ж ручка? Где ручка? Вот она. Ручку забыл прикрутить. Без ручки плохо. Леш, Да. а песок весь это, да? Ну да, надо съесть. Даже ты не знаешь, что бы мы делали, если бы не вырыли вот эту вот яму. Как бы мы мешали раствор. Если бы не догадались до этого, не дошли бы. Но я думаю, дошли бы. Лопата там в углу.
А, вот она лопата, я ее вынес. Тебе подать лопату? Кочурку. Я тебе скажу, режет, это вообще пипец. Ну, идеально ровный спил. Стульчика. Так, поехали. Кладочку. Где-то что-то влезло. Это влезло. 17. 16.
Вот так вот, да? Так, Лёш, а ну давай, замери мне вот сюда вот, сколько надо. Отрезать надо длиной чурку. Так, ладно, надо попить чайку, перекурим. Иди, курить будем. Не курю и не тянет. Это золотой человек, говорит, не курит, не пьет. Что такое? Нет, мяса много ест, это я не знаю. Одно мясо. Я думаю, все-таки правильно ты сказал по поводу печки. Все-таки там надо, наверное, в половинку кирпича проложить стенку над самой печкой, оставить щель там. Сделать быльце такое Да, каменное. да. И возле него уже поставить быльце настоящее акробатное. Можно не ставить, можно пятки греть. Нет, ты завалишь ночью, так ты хоть упрешься все равно. Но все равно там надо будет в печку сделать упор ее. И, кстати, можно будет добавить туда для крепости. Что, не хочешь? Я где-то читал, что вот эти вот эксперименты с добавлением глину всякого разного, в том числе и цемента, зачастую только хуже делают, чем... Ну вот я хочу тебе сказать, я это не первый раз слышал, что в глину цемент добавляют и очень часто добавляют. Даже профессиональные строители этим занимаются, когда ложат на глине, добавляют, чтобы все-таки было крепче. Тогда ее не так вымывает глину, и она крепче становится. Ну, я сам не пробовал, но слышал обратное, что может быть хуже. Ты знаешь, я то же самое это услышал первый раз, когда вот сюда мы приехали, и там одна женщина помогала, говорит, давайте я вам помажу. Вот, и говорит, надо
в глину добавлять цемент. Говорит, мы все так, говорит, делаем. Мажем, вот в глину добавляем цемент. Я это первый раз, если честно, тогда услышал. Это было лет, ну, около 10 лет назад. Вот. А это вот уже смотри, сколько много людей пишут, и все они говорят об этом. Но цемента у нас нет, друзья, так что звоняйте, как говорится. Уже солнышко садится. Через 5 минут она сядет. Видишь, вон кусочек из-за бугра еще выглядывает. Ну, что Сейчас такое, сядет. зима уже, дни коротенькие. Так, замеряй, Лёш. Только сделай покороче, чтобы я вот так раствора туда подложил под заднюю стеночку. В смысле покороче. Ну, чтобы раствор сюда Ну, смог я ложить. всегда даю Да. сантиметр Да. полтора. Так. Правда. Леш, брось раствора мне, пожалуйста, сюда. То я туда-сюда мотаюсь, бляха-муха. Блядь, пиздец. Труха нахуй. Бля, она длинная. Что такое ставим? И еще такую же. Вообще сейчас это сюда надо доложить теперь же. Ее подтянуть. А ну там, где она там была вверху. Потом уберу, когда привяжу. Хватит, пока месяц. Всё? Не, пока хватит.
Тут некуда его девать пока. Сейчас. И надо раствора еще опять. Видишь, какого раствора сколько уходит. Сейчас я сюда. Ты бросай сюда. Угол не вывалился. Где? Ну, так, забивал. Ничего не надо подстучать.
Что ты там пилишь ее? Ну, я смотрю, думаю, что ты там ее чвиркаешь. Бросай сюда, я положу, Леш. Опа. 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 Дырки получается так. Леш, еще брось растворочка. Что там уже его мало осталось, да? То сюда бросаю. Сейчас. Ну тогда что? Можно сюда рядом. Потому как уже солнышко село, и нам нужно шевелить. А это как раз мы сейчас сюда раствор высыпем. И покуда светло, нужно натягать и насеять. А то будем опять, как в прошлый раз, ночью сеять. А потом с ведрами ночью лазить, чтобы ноги не поломать. Я Алексею говорю: Леш, устал, говорю, уже, хочется куда-то присесть, прилечь, а некуда ни присесть, ни прилечь. Вот. Что я предложил Алексею? Говорю: Леш, говорю, давай сделаем так. Нам, в принципе, осталась вот эта вот одна стенка. Вот эта стенка и вот эта торцевая стена осталась. Две стены. Тут уже большая часть выложена, там еще немножко нам ложить. Нам нужно оттуда, с середины, ту яму, где мы мешаем раствор, оттуда его убрать, ее засыпать. И там постелить, в общем, навести порядок и хотя бы одну кроватку сделать, чтобы можно было на ней зайти, лечь, посидеть, отдохнуть. Потому как сейчас сыро, мы практически нигде не можем сесть и отдохнуть. Вот так вот весь день сидим на ногах. Очень устаешь. Поэтому я, Леш, предлагаю, как мы уже с тобой говорили, сейчас вот здесь вот мы сделаем точно такое же корыто, выкопаем, всю землю сразу отнесем туда и засыпем там. Вот, да. И все. И сразу будем делать уже здесь замес. Вот, он здесь под навесиком. Если что, у нас еще есть баннер, его накроем и все. А там наведем порядок, хотя бы расстелим одну кровать, или даже можно будет две кровати расстелить. Пришел 5 минут, 10 минут, отдохнул, и можно выходить опять работать. Так же? Согласен? Я уже готов. Все. 10 минут полежать. Только надо теперь все приготовить. Сейчас сразу эту стенку будем ложить чурки. Кирпичики надо поубирать, наверное, лишние.
Да, да, веревочку вниз. Ну, давай сейчас побольше туда раствора. Опа. О, да, у меня мастерок какой, не то что у тебя. Настоящий. Опа. Потом мы сюда уже будем ложить, раствор сделаем, будем тут уже стену долаживать. Так, ну, уже чурки надо резать еще. Вот сюда вот надо чурочку какую-то перекали, Леш. Раскали ее. Вот сюда еще кинуть пару лопат, не помешает. Да там уже нету, уже все. Топорик не вижу. Вот он топорик лежит. А мастерок где? Тут вот. Смотри. Криво срезан, расколоть, и он пойдет на куски. Пойдет, конечно. Карлос, отходи. Отходи, говорю. Чуть-чуть. Отойди, Карлос. Не хочет. Сейчас заставим. Вот так вот. О, 20. Все, забиваем ее. И там раствор надо накинуть. Там раствор есть. И куда она? Все, глины же, ну, раствор закончился. Да, уже нету. Всё. Так что я беру топорик и пойду. Да, глину добывать. А я буду копать корыто. Опа. Сильно уже я не буду глубокую копать яму. Потом всю эту землю занесем в ту яму. Ну что, готово? Не, Леш, подожди, давай, наверное, ты высыпай сюда. Потому что яма ж еще не готова, нам нужно ведро, чтобы ведром переносить всю землю и засыпать
в землянке яму, поэтому высыпай сюда. Сейчас ту землю перенесем туда. Да, ее не обязательно всю полностью засыпать, можно будет чуть-чуть и отсюда землей. Ну еще хотя бы пару ведер принести, я думаю, да? Ну и вот такая вот получилась небольшое корыце, мы уже большое не стали делать, тут оно уже не нужно. Где-то с этой стороны, вот смотрите, глубина где-то вот такая, сантиметров 30. Ну а здесь, конечно, сантиметров 20. Я думаю, достаточно. Немножко земелькой присыплю сухой. Так, все. Непонятная песка. Камыш. Мусор с камышом. Вот это как раз хорошее место для мышей. Кстати, друзья, я же вам не сказал, Алексей же говорил, что готовились мы покушать приготовить, а есть готовить не в чем. Так что мне жена наделила, батя, какой утятница или гусятница. На гусятницу она, конечно, не похожа, сильно маленькая, но подтушить как раз картошечки, сделать плов, как я говорил, да, Леш? Такая, что классная вещь, чугунная. Кстати, плов я люблю готовить и думаю, в следующий раз можно будет сбацать. Ты любишь плов? Да, люблю плов. Люблю Меня обучили, как делать узбекский плов. Это хорошо. Так. Посмотрев на Алексея, смотрю, он спит так сладко ночью. Думаю, что он спит? У него подушка под головой, а у меня нету. Я в этот раз решил тоже подушку взять с собой. Так что я теперь уже с подушечкой и буду спать. Как в том мультфильме. Почему я был, говорит, такой злой? У меня не было велосипеда. А теперь у меня есть велосипед. А теперь у меня есть подушка. Опа.
Ой, красота. Я в прошлую поездку не дождался, не мог дождаться, вернее говоря, пока мы поставим кровати. И в этот уже раз. Ну, ну-ка, ну целый день на ногах. Там ложишь, там рубаешь, там тягаешь, не присесть, не прилечь, ничего. А на улице, ну, все сыро, друзья. Ни одного пенька нет сухого. Сесть не на что. А тут, как говорится, крыша над головой, и мы сюда не заходим, потому что здесь все, будем говорить, завалено мусором, непонятно чем. И вот это вот еще здесь раствор посредине лежит. Пусть он на улице уже лежит. Но я есть пока не буду, не хочу. Чайку попью. На моего чайку попробуй. Да я уже налил, у меня налито. Но он совсем не такой. Как такой он у тебя? Ой, такой ядреный, с градусами. Я же завязал. Уже давно после больницы не пью. Ой. Ну это полезные градусы. А что там у тебя? Имбирь, лимон и Сейчас всякое. попробую. Ну, это невкусное, конечно, но полезно. Невкусный, тогда не буду. Кислый, горький. Не, ну это надо, если болеешь. А если не болеешь, ну, может быть, и для, как говорится, профилактики тоже не помешает. Для иммунитета. Так, что-то я начинаю остывать. Надо уже печь растапливать, по-моему. Так, сейчас я... Бля. Опа, сюда. Опа. Это наша корыта. Вот так вот. Все, теперь можно сюда вылить водичку, чтобы глина раскисала. Так. Пока хватит. Так, что тут дровишек может подкинуть? Печка разгорается. Видите как? И тянет неплохо. Вот открыл полностью дверцу. Видите? И пока ничего не надо. Понятно. Ну сколько? Еще 2-3 ведра мы все время сыпали глины. Я думаю, 3 ведра глины и 5 будем сыпать песка. Как всегда. Нам, во-первых, дерева не хватит под такое количество. Во-вторых, Ну останется на завтра. Какая разница? Так, лопатку надо принести лопатой. я А вот. принес уже и лопату, и топор оттуда, поэтому глины больше нет. Нету глины, да? Ну нету, значит будем. Ну тут и так уже полное это самое. Туда еще 5 ведер, Ай, 6 ведер.
есть одно ведро. Еще надо 4 хотя бы таких. Это какой-то травой такой, то ли мох, то ли не. Затягивает. Это какое ведро? Третье, да? Чё не позвал? Тут уже дофига ты. Надо было чуть-чуть перемешать его, наверное. Потом. Глины. Да, высыпай, хватит. 2 ведра глины. Это 3, еще сейчас 1/4, и можно будет перемешивать. Что-то глина куда-то делась. В смысле? Да вроде вот до дна ковыряю, я там так мало. Надо, наверное, этой мешалкой. Она даже не связывает. Это самое, мало глины, наверное. Песка дофига. Наверное, надо еще хотя бы. Так. Алексей принес глины, я сюда залил баклажку воды. Сейчас немножко перемешаю. Пусть стоит. Почему так решили? Да потому что если мы высыпем глину туда сейчас сухую, она навряд ли разойдется до утра. А тут, я думаю, оно через 15 минут, 20 будет готово, раскиснет. Все, перекур 15-20 минут. Высыпаем ее сюда и все перемешиваем. Карлос ждет. Видите, головы варятся. Думает, когда это уже побыстрее. Да, Карлос? Ну что, приступаем завтракать. К завтраку. Я уже немножечко позавтракал, перекусил. Так что у меня это уже обед. Ну так ты у нас счастливчик. Да. Ну, а я буду завтракать. С утра я чаек. Один Карлос уже поужинал сегодня. И еще хочет. Ну, Поздний ужин. так, на тебе хлебушек. Ну, у него черный. Блин, ты меня так совращаешь вот этими вот Так, не вредными. ешь, не надо, не надо. Так, что, друзья, приятного аппетита и вам. И мы сейчас с Алексеем садимся, завтракаем, обедаем и ужинаем. Как говорится, все в одном флаконе. Опа. Бери и корка домашняя, У меня не тоже знаю, есть. ваша какая. У нас домашняя. И у нас домашняя. Ну, черного кусочек в виде исключения. Я думаю, вообще ничего страшного. Ну и курочку. Я тоже буду в виде исключения курочку кушать. Я ее так... Кстати, курочка отваренная, а не жареная. Ну, да. Сегодня у нас диалоги о диете, о правильном питании.
Карлос, ну вроде бы ты как уже поужинал. Килограмм мяса съел. Ну, не он половину только съел. Килограмм в него не влазит, я проверял уже. Что, не доедает? Да, ну через полчасика, через часик может уже доесть. Да, промахнулись мы с этим, с раствором, вечерним замесом. Вроде как по пропорции все делали, но что-то пошло не так. Или уже как-то кто-то что-то подзабыл. Одно ведро туда, одно ведро сюда. И сильно много ракушки. Кстати, мне много написали про ракушку. Можно, говорит, правильно и так, и так. И ракушка, и ракушка. Оба варианта. Ты что ложил? Ракушку или ракушку сыпал туда? Я ракушку сыпал. Ну я ракушку туда. Чтобы не обижались, да. Все мы сыпали и ракушку. В общем, добавили глины, там забодяжили, но я, если честно, сомневаюсь, что я уже захочу встать с кровати после ужина. Спина побаливает. Скорее всего, будем уже отдыхать. Хотя были мысли еще класть. Ну, в темноте можно такого наложить, что завтра перекладывать. Я даже подумываю, что может быть Юру отправить на разведку, на рыбалку, а я потихоньку поковыряюсь. Если вдруг, в чем я сильно сомневаюсь, будет серьезный жор судака, то Юра примчит за мной, я надеюсь. Ну да, если Юра уедет. Когда-то был я на рыбалке и уколол палец. Вот этот указательный. Крючком. В общем, зацепился я и высунул снасть тройник с грузом. И я его распутывал там, значит, в нитке. И укололся. Чуть-чуть укололся им. Он вес такой уже гнилой был, ржавый. Это было в этом году весной. Ну и пошел я к доктору. К нашему. И он мне начал напухать. Выписали мне там таблетки и все. Вот. А потом начал у меня нарывать. И начал с него так гной идти. Я пришел к врачу и говорю: сделайте мне, пожалуйста, разрежьте мне его, чтобы выпустить гной. Ну, я так думаю, что было бы правильно. И так, как я думаю. Ну, а врач говорит: нет, не надо, я тебе резать ничего не буду. Ну, выписал мне там какие-то лекарства, таблетки. Я принимал это все как положено. Вот. Ну и в итоге, после лечения у меня на пальце здесь осталась шишка. То есть, вот тот гной или что там было, так он у меня и остался. И теперь вот он у меня периодически воспаляется. Палец, в общем, болит. Я не знаю, я им ничего не могу делать. Вот сейчас вот к вечеру разболелся так, что просто он у меня аж горит. Не знаю, что с этим делать. Вот так, друзья. Карлос сейчас подавится слюной, пока ты расскажешь. Держишь косточку возле него, а он аж трусится. Дело в том, что уже ж проблема, ты понимаешь? Это ж трубчатая косточка, Ну, я ему согласен. жить нельзя. Нельзя. Вот. А он смотри, как смотрит. А он смотрит, как будто, Как не будто то, что она- можно, а даже нужно. Как будто она не трубчатая, да? Да, квадратчатая. Карлос, на. Ой, Ну, это он бы сейчас вообще тебе палец отрезал, и все в порядке было. ну, не на ту руке. Он у меня на этой, он бы откусил эту Ну, в руку. следующий раз другой давай. Ну ты, Карлос. Будешь хватать, чуть ты меня не палец откусил, я тебе давать больше не буду. А у меня еще есть курочка. Алексей тут меня заманил, говорит, у меня какао классный. Какао. Так, я думаю, так, а ну где тут? Что ты сыпал здесь? Вот это что ли, да? Да. Несквик. Несквик. А это что, молоко, да? Угу. Это надо и то сыпать, да? Кто как любит. Любишь с молоком, сыпешь с молоком. А насколько это? У меня не мало? Нет, я Водички. думаю, как раз в самый раз. Не, немало точно. Они тут, где такой, вот она, да? Еще и слепой, не вижу, где она тут открывается. Где она тут? Там, где кофейное зернышко с той стороны. И в другой, ага.
Дай, она, смотри, как покажу. Ты сейчас высыпешь. Там все просто, она просто так сделана, что вот в этом месте вот оно открывается. Там нету такой насечки. Я даже не могу потянуть, у меня же палец болит, и этим Я средним пробую, она вроде это самое. Сейчас попробуем. Кава. Кстати, помнишь, как мы у меня как-то вот в Харькове, мы с тобой там обитали, в квартире в Харькове, и мне самое больше понравилось вот это с кофемашины, кофе, самый натуральный, как его ты сваришь, она там сразу помелила. Домашний. Да, ну дома, вот мы кофе, когда Понятно. дома делали, да, с кофемашины. Бляха, классно, мне понравилось. Ну да, если хорошие зерна. Да, да такой пахучий, его как нальешь, да еще сверху почему-то у него все время пенка у этого автомата получается. Я, кстати, сколько дома не пробовал, у меня, ну, не получается. А ну, Леш, еще раз, открой, пожалуйста, а то я пальцем не потяну. А тут ты уже это перепутал, тут есть линия с этой стороны. Ну, я такими не пользуюсь. Я уже, как говорят. О, и теперь туда кипяточка, да? Сейчас даю кипяточку. Так, ложечкой. О, муха проснулась. Вот это натопили. Опа. Печь, конечно, жарит капитально. О, кстати, запахло Какао. какао, да. Какао. Раньше я помню, матушка у меня, царствие небесное, как говорится, родителям нашим всем, вот, готовила какао, и готовила она такими кастрюлями, наверное, литров по 5, по 6, как наготовит. И потом вот прям вот эту кружку набираешь и порол и побежал гуляться опять. Так, ну сахара у тебя тут нету, да? Или есть там? У меня нету, но они уже с сахаром, Они к с сахаром сожалению. уже, да? Ой, как хорошо. Может, тебе недостаточно, там немного. А поэтому мне хватит, да. Так. Ну, оно что там интересно разошлось? Нет? Ты помешал? Да, размешал. Все, нормально. Сладкая, да? Надо, что ли, чайную ложечку. Где-то была здесь чайная. Завалилась, наверное, в землянке. Чего ты орешь? Ты опять есть хочешь? Тебе ночью выпускать в туалет кто будет? Ты смотри, у тебя какая красивая. А у меня это самое, не видно, чтобы было белое молоко. Оно у меня не все еще растаяло. Кусочки остались, как ты и говоришь. Ну да, там надо помешать хорошенько. Но пахнет. Да, помню анекдот. Как... Короче, про 1000 извинений. Я забыл, как именно там, ну, сам сюжет. Но кто-то там стукнул ложечкой по чашке в таком на светском рауте, что, ну, все такие культурные. Опа, и голову повернули, да, и на все него. ж такие. Кто там? И тут, ой, простите, так сконфузился весь. А тут обычный простой мужичок рядом там сидит и тоже такой стукнул. Ой, простите, простите. Потом опять тук. Опять, ой, простите. Потом 1000 извинений. Я это погнал. Так что, 1000 извинений ты хочешь сказать, да? И погнал. Забыл уже, как он там нормально рассказывается. Вот так. Ой, красота, друзья. Ой, еще сейчас я этот спальник под голову. О, вот так вот. Ты осознаешь, что вот у нас нету стены и тепло лежим. Да, друзья, полстены нету с этой стороны, там четверть с этой стороны нету, а лежим тепло, можно раздеться в футболке. Это, кстати, о том,
что говорили, что мы здесь замерзнем. И еще что Алексей мне говорит, нужно срочно печку все обложить кирпичом. Говорит. Я говорю, да подожди, ты еще зимы не было. Потому как зима начнется, может мы тут позамерзаем, будем обдирать потом кирпич от печки. Вот. Да не, ну с кирпичом единственный минус, что не так быстро. А так хорошо, мы приехали, сразу чик и тепло через 5 минут. Да, тут это она сразу мгновенно дает. Железо мгновенно набирает жару. И просто от нее тепло. Вот здесь даже сижу я, и от нее слышно. Ну так, не очень, конечно, тепло. Так это с учетом того, что Кирпичная, полностью... когда мы здесь долго, там на недельку, тогда хорошо. Да, но да, протопила да. она там. Поэтому я говорю, что лучше всего сделать, наверное, наварить уголок вот туда. И так, когда мы здесь раз натопили, сразу прогрелось, кирпичи заложили. Да, съемный. Да, съемный кирпич, да. Да, это хорошая идея. Тем более там на ней уже есть уголок, на который несложно Да. прикрутить будет. Конечно, Без сварки конечно, можно да. обойтись. Конечно. 3 дырочки прикрутил на болтики. Закрутил хорошо. И все, и в уголок закладывая их, и все. Она не будет отдавать жар. Кирпич будет греться потихонечку. Ну вот и закончился день рабочий. На улице темно. Уже ночь. Поужинали. Раствор приготовили на завтра. В принципе, собирались завтра ехать на рыбалку с Алексеем. Готовились, думали судака половить. Алексей что-то не хочет ехать. Говорит, лучше я тут поковыряюсь. Я бы, конечно, с удовольствием съездил, но у меня, я не знаю, с пальцем проблемы. Я уже говорил, что-то опух палец. В общем, не знаю. Посмотрю завтра, встану, какое будет состояние руки. Если все нормально, может быть, конечно, и съезжу там до обеда, может быть, поплаваю на лодке, попробую порыбачить, если получится. Вот так, друзья, заканчивается наш день. Все. Наверное, на этом будем заканчивать. До свидания, спокойной ночи и вам. До завтра. Спокойной ночи.